Привет! Я Маша Лустина, и я рада приветствовать вас на этом YouTube-канале. Мне 26 лет, и мой рост 1,50 м. Может быть поэтому, а может быть нет, я до сих пор не знаю ответа на заветный вопрос, кем я стану, когда вырасту. Во всех этих многочисленных статьях «Как найти себя» один из самых главных советов – это «начните пробовать». И это всегда вызывало у меня огромное чувство сопротивления. Я думала, ага, сейчас я потрачу время, силы, нервы, из этого ничего не получится, и я расстроюсь еще больше. А сейчас я думаю, что я должна попробовать и даже сделать этот поиск неким социальным экспериментом. Так вот, я решила примерять на себя профессии, занятия и хобби, тренироваться, учиться, работать или открыто демонстрировать итоги своих занятий, если, например, это танцы или игра на каком-то музыкальном инструменте. На каждое из этих занятий я планирую тратить от недели до месяца, в зависимости от сложности. И после каждого обучения, после каждой, скажем так, примерки, на этом канале будет выходить выпуск. А о том, что будет происходить в реальном времени и в реальной жизни, можно смотреть в моем Инстаграм. Мне хотелось бы, чтобы мой опыт был полезен для вас. Кому-то, возможно, это поможет определиться с выбором, если он познакомится с тем или иным занятием поближе. Кто-то вдохновится на то, чтобы начать то, что он давно хотел. А для кого-то это будет просто развлекательное шоу, что тоже совсем неплохо. И профессия, с которой я решила начать, это профессия бариста. Я сама по себе очень люблю кофе, я пью его каждый день. Так, может быть, мне понравится его еще и готовить? Лепестками белых роз наши ложи застелю. Я люблю тебя. А что, мы снимаем уже? Я думаю, что нам нужно подойти поближе. Смотрите, какая красота. Ну что ж, вот мы и на месте. Мы в кофейне Коко Кофе. Это место выбрано не случайно. У нас есть некая предыстория. Мы дружим с Лизой и дружим в своей кофейне. Дело в том, что когда мы делали в Волгограде маркеты и фестивали, Лиза была одним из самых первых и самых постоянных наших участников. Мне кажется, не прошло вообще ни единого нашего мероприятия без ее участия. И плюс ко всему, она была одним из тех, кто вообще предложил и инициировал провести фестиваль кофейной культуры в Волгограде. И Лиза выступала в качестве эксперта и помогала нам именно вот все, что касается кофейной части, поэтому я доверяю ей по этим вопросам. Ну и еще Лиза очень быстро ответила мне на сообщение, буквально две смс-очки, и Лиза сказала: да, давай попробуем, поэтому мы здесь. Итак, Лиз, прежде чем мы начнем, пару вопросов, просто чтобы наши зрители познакомились с тобой. Как ты вообще сама пришла к этому? Как ты попала в профессию? Как ты оказалась здесь и сейчас? Что мы вот пришли к тебе и просим совета, сенсей, научи нас. Я вошла в эту профессию не как бариста, я вошла в эту профессию сразу как управленец, как тот человек, который придумывает сам процесс работы. Но при этом для того, чтобы понять, как это работает, мне нужно было обучиться бариста. У меня не было обучения как такового академического, скажем так, какие-то уроки, какая-то теория, практика. У меня была сразу практика, работа бариста в небольшом офисном центре. И там была не очень большая проходимость. Все ошибки, которые я допустила, которые допускают бариста, были сделаны там. То есть это там, ты рассыпаешь зерно, проливаешь молоко, перегреваешь, человек приходит, сделал заказ, забрал заказ, не оплатил. Как ты оказалась, как ты пришла к тому, что ты хочешь открыть свою кофейню? Потому что я думаю, что многие, кто будут смотреть это, возможно, думают там, да, не просто о том, чтобы работать бариста, кто-то, может быть, думает о том, чтобы какое-то свое там дело, тоже какую-то свою кофейню открыть. В моем случае, это у каждого индивидуально, у меня это была психологическая выход из зоны комфорта.
У меня не было ни бизнес-плана, я не знала ни рентабельности бизнеса, ни вообще ничего подобного. И с точки зрения науки о бизнесе и предпринимательстве у меня все через одно место сделано. У меня больше были амбиции, больше я хочу сделать. У меня был опыт управления и разработки каких-то процессов, предыдущем месте работы, и в какой-то момент я подумала, что я могу сама, я хочу сама. Как все-таки правильно произносить это слово? Какого ты придерживаешься мнения, и как вот мы будем в своем выпуске придерживаться какого наименования? По поводу, склоняется ли слово бариста? Ну, смотрите, есть такой, я не уверена по поводу слова бариста, но я приведу пример на слове капучино и латте. Капучино входит в словарь русского языка, и он пишется именно так, никак иначе, никаких других там двойных букв нету. Латте не входит в словарь русского языка, то есть это иностранное слово, ни в одном словаре русского языка, там, современном, несовременном, нет его. Поэтому ты можешь его говорить, как тебе удобно. Что касается слова бариста, я не читала и не знаю. Мне кажется, он тоже не входит в словарь в какой-либо. Некоторые слова вносят какими-то тоже постановлениями в словари. Вот. И с бариста я такого не встречала. Это, если честно, даже когда ты долго работаешь, это режет слух, когда говорят: хочу работать баристой, или хочу работать баристом, или еще что-то. Но, возможно, просто нет информации какой-то, и на начальном этапе мы все можем ошибаться, но мы научим. Отлично. То есть мы закрепили, у нас это слово так, как оно будет написано вот здесь. Работа бариста. Как ты думаешь, какими качествами должен обладать человек, который хочет начать работать? Каким должен быть этот человек? Все сложно, вопрос. Важно, чтобы этот человек был, скорее всего, экстравертом, а ему будет проще работать. У тебя должен быть такое качество: ты открыт к новому, и ты готов принимать какие-то новые знания. На самом деле, как показывает практика, не все к этому готовы, у всех есть, возможно, какие-то свои точки зрения. Бывает, люди приходят с предыдущим опытом, что иногда бывает хуже, чем без опыта. Но это хуже, потому что у человека есть уже какой-то свой навык, и он не может его переучить. Это сложно, потому что он уже вшился под корку мозга. Важно, чтобы человек был по жизни и вообще по жизни аккуратный. Аккуратный с точки зрения, что по одежде, по руки это вообще супер-мега важно. Естественно, я не могу об этом сказать напрямую, когда человек приходит на собеседование, но это решающий фактор однозначно. Так что вы знаете. А как обычно выглядит обучение, да? Ну вот, допустим, не знаю, можешь сказать, как ты обучаешь своих бариста, либо, может быть, как ты знаешь, вообще в целом это происходит, и как будет выглядеть мое обучение, то есть что вот в рамках нашего с тобой небольшого мини-курса мы будем делать и что мы успеем освоить. Но надо понимать, что обучение бариста – это не только умение варить кофе. Обучение, в принципе, длится 2 недели. Но эти 2 недели человек выделяет максимальное количество времени, которое он может потратить. Но я выделяю основные 3 направления. Это мы общаемся про сервис, мы общаемся про гостей, мы общаемся про условно скрипты продаж. Второе – это, естественно, сам процесс обучения. Сам процесс обучения – это идет навык, техкарты. В общем, что такое кофе, какой он бывает, для какого способа заваривания кофе мы используем. И третье – это чистота и уборка. Этот фактор на 3-м, на 2-м месте причина увольнения во многих кофейнях. Как будет выглядеть мое обучение, что мы успеем пройти, вот, и вообще сколько оно будет длиться, расскажи об этом. У тебя немножко другая мотивация. У людей, которые проходят обучение, у них, естественно, есть мотивация быстрее обучиться, чтобы мы на процессе обучения людям не платим деньги. Чтобы быстрее начать работать. У людей есть мотивация быстрее начать, и они стараются, может быть, мы за недельку успеем. Окей, если у тебя получается, почему нет? У нас нет такого, что тебе надо отслушать 40 часов, обязательно нет. Вот. Какая у тебя здесь мотивация, и она у тебя здесь немножко другая. Вот, поэтому я не могу тебе поставить какие-то границы, но есть определенный материал, который мы с тобой пройдем.
благодаря которому ты сможешь сварить чашку кофе, вот, и основные напитки приготовить ты тоже сможешь. Ну, базовые напитки Да. из меню. Давай поставим себе такую задачу, что в конце, скажем так, нашего обучения вот ту базу, которая есть у тебя в меню, я должна смочь сделать. Ну что, попробуем начать? Наш самый главный аппарат – это кофемашина и кофемол. У кофемолки два жорного, верхний и нижний. Настройка эспрессо заключается в том, чтобы с помощью верхнего жорного, мы его крутим, мы настраиваем, подбираем вот этот помол. С этого помола, с Да. этого грамма, сколько еще в итоге получается пролив? Волнительно. Но пока мне все нравится. Я как минимум уже из этого диалога с Лизой очень много полезной информации для себя подчеркнула. Ты выпьешь мою первую чашку? Какой бы невкусной она ни была. Но если мы хотим рисковать жизнью, Да, придется пойти на риск. Тогда или нет? Стало проливаться. Нет, потому что оно пошло капками. Ну, не такой мягкий. Ну, точнее, уже чувствуются текстуры. Ну, тут даже кофе вот здесь, видишь, вода даже не дошла, он светленький, он не заварился, он невкусный, но это не надо такое пить, зачем это вообще делать? То есть не произошла экстракция, видишь, он даже в каком-то месте сухой. Вот этот нос накрутить двойной, если тебе надо. Вот этот откручивается. И насадку, соответственно, поменять верхнюю. Да, и поменять корзину. Все это чирик. Хорошее объяснение. Вот она, черненькая, по краям. Пролив у нас был на 4-й секунде, это неплохой показатель. Время экстракции у нас было 30 секунд, это долговато. Илья, будешь пробовать этот эспрессо? Смотри, когда девочки готовят напитки, например, большой капуч, они всегда готовят на весах, и они могут это все отследить. Каждый напиток можно отследить, ну, если не лениться. И, соответственно, берем Двойной холдер. двойной холдер, вот этот, ставим его на весы, тарируем. Лиза спрашивает, что я помню с прошлого раза. Я помню все, потому что у меня все записано. Нет, сбросить время здесь не надо лишний раз. Сможешь его несколько раз достать и снять, сильно затягивать не надо, тогда разнашиваются резинки. Запомните, где пазы, чтобы в них попадать. Вот так оно, да, должно стать? Оно должно, ты рукой его держишь. Раз здесь и посмотрим, сколько у нас получилось. Нам нужно 18 грамм. Ну, я думаю. Пойдет. Вот, пойдем потихонечку тренировать сейчас. Задавила достаточно сильно, мы это увидим в проливе. Теперь я должна одновременно нажать сюда и сюда. Ну, он не такой Относительно. кислый, да. Ты сравнивай с тем опытом, который у тебя есть. Он потихоньку наберется, где какая кнопка, и в принципе вот оттаяла сразу. Нажала, это и время. погнали. Нужно сначала рассчитать гостя, Чтобы потом не ему забыть. готовить. Любое предложение, вообще ты инициатор. То есть инициатор в плане, что для вас приготовить. А когда ты вливаешь молоко в кофе, он как бы сам, Да. сам себя перемешивает. За 2 недели ты 100% научишься. Вот 100% при условии, что у тебя есть желание. Для начала нужно оговориться, что мы пропустили довольно большой блок теории и сразу перешли непосредственно к практике. Наша задача состояла в том, чтобы к концу моего обучения я могла приготовить хороший вкусный напиток, что мы делали непосредственно в процессе моего обучения. Мы, в принципе, изучили, какие бывают приспособления, какие инструменты, как выглядит кофемашина, из чего она состоит и так далее и тому подобное, что питчеры должны быть всегда холодными, а чашки должны быть всегда теплыми. Мы изучили, что такое помол и как он влияет на экстракцию, мы поработали с молоком, я училась правильно его взбивать и вливать, и с последними, если честно, если говорить откровенно, до конца успехи мои невелики, вот, и на самом деле, по большому счету, у меня всего 2 непозорные чашки, которые не стыдно
показать. Все остальные мои рисунки — это что-то с чем-то. И что символично, один из самых красивых рисунков, наверное, моя самая лучшая чашка, получилось, когда я готовила кофе для мамы, которая пришла поддержать меня в финальный день. Со стороны, как, наверное, и многие вещи, все кажется намного проще. И здесь я на себе поняла, что это, то есть, не такое уж и простое занятие. Я не могу назвать это сложным занятием, я не могу назвать это легким занятием. Я думаю, что это для меня лично это какой-то middle уровень. Мне скорее было страшно, нежели чем сложно. То есть я боялась открыть, например, паровик на полную или там слишком сильно повернуть чашку, потому что я боялась что-то пролить. Я аккуратничала там, где этого было делать не нужно. Ну, наверное, так часто происходит, когда ты учишься чему-то новому или когда ты находишься на чьей-то чужой территории, так как я уже человек довольно взрослый, вот, тебе странно, страшно казаться каким-то неуклюжим или показать, что у тебя что-то не получается. Вот, тем более это был мой вообще первый опыт. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с каким-то новым занятием, увлечением, я учусь чему-то новому, на самом деле начинаются негласные соревнования, которых никто не знает. Если, например, в этом процессе участвуют какие-то еще люди, то я соревнуюсь с ними, естественно, они об этом не знают, но тем не менее, я считаю, что вот, я там, не знаю, должна нарисовать самую лучшую картину, сделать что-то там лучше всех, быстрее всех и так далее. Если никого нет, то соревнования идут самой собой, вот, и что, типа, что в целом мне должна получиться, и никак иначе. Это Настя, и Настя работает в этой кофейне уже, как мы выяснили, 2 месяца, и Лиза нам рассказала, что Настя вот человек, который совсем недавно вошел в профессию, 2 месяца назад, она также проходила здесь обучение, и теперь работает. И вот мы решили задать пару вопросов, чтобы узнать. Ну, во-первых, расскажи, почему ты решила прийти работать бариста, ну, вообще решила работать бариста. Было ли желание работать именно здесь? Я до этого работала в 2 местах, из которых я решила сбежать. Вот, и... Это было тоже связано с кофе? Это были офисы. Удаленная работа и офис. Вот, немножко не пошло дело, и как-то с друзьями очень много ходили по кофейням, это было интересно, любопытно. Появилось много друзей бариста. Вот, расспрашивала сначала их, как да что, потом просто пришла в Коко к Лизе, спрашиваю, вам бариста нужна? Серьезно? Ты сама пришла? Да. То есть ты сюда ходила как гость? Вообще первый раз пришла, мне кажется, даже. Я такая сразу, нужен бариста? Она такая, ну да, я ищу. Расскажи, сложно ли тебе было, ну, то есть учиться, вот сам процесс обучения, как вот ты ощущаешь? Сначала было сложно запоминать все, числа, там, техкарты, сколько чего куда. Но мне кажется, я больше была напугана, на самом деле все не так страшно. Как и я сейчас, мне пока страшновато. Расскажи свои впечатления, то есть вот когда ты шла, у тебя были какие-то ожидания, совпали ли они с тем, что сейчас здесь происходит, и нравится ли тебе вообще? Я ожидала, что я стану кофемастером, а сейчас я больше кайфую от общения с людьми. Ну, плюс я шла на эту работу, как, чтобы побороть свой страх общения с людьми. Да. Ну да, побороть стеснительность, и это помогает. Ну что ж, мое обучение подошло к концу, но, к сожалению, выходить на смену самостоятельно, как мы изначально планировали с Лизой, я не была готова. То есть моих скиллов, моих навыков, моего какого-то погружения в процесс не хватало для того, чтобы, ну, отработать полноценно смену самостоятельно, и мы решили, что я выйду работать помощником бариста. И моим старшим товарищем, моей напарницей стала Настя. Это Настя. И вместе с этим мы придумали с Лизой акцию, которая называлась «Чашка кофе по свободной цене». То есть гости, которые приходили именно ко мне, там, не знаю, называли кодовую фразу или показывали пост в моем инстаграме, именно так мы об этой акции, собственно, и рассказали. Для этих людей кофе готовила я, напиток готовила я, а они могли заплатить ровно столько, сколько считали нужным. Лично ко мне пришло 17 человек, и надо сказать, что никто из них не оставил сумму либо меньше, чем она была в прайсе. Обычно все оставляли даже больше. И я думаю, что скорее это говорит не о качестве приготовленного мной напитка, а о качествах этих людей. Поэтому я еще раз хочу сказать всем спасибо, кто пришел и кто поддержал меня в этот день. Ну что, гайс, время 8:03. Я должна быть 8:05 на свой первый и единственный рабочий день.
кажется, у нас проблема. Ко мне еще никто не пришел, но у нас было время отстроить помол на моей кофемолке. Это было непросто, я не знаю, сколько шотов я потратила, но в итоге все. Закрою вот здесь тайны, но тем не менее это у меня подсказочки на сегодняшний день, потому что так я, конечно, могу что-то забыть. Так, Игнат, первый, кто пришел к нам и заказал сразу американо. Горячий? Довольно-таки неплохо, кстати. Серьезно. Я готов заплатить. Все-таки готов. Супер. Тебе нужна крышечка или ты будешь наслаждаться этим прекрасным рисунком? Я иногда начинаю нервничать и путаюсь. Вот. Что-то забываю сделать. Надо словить дзен. А пока мне все радует, не радует, что пришло уже 4 человека. И выпили 2 американо, 1 капучино и флэт white. И все заплатили деньги. Лиза, вот скажи, какие, как ты думаешь, есть варианты развития в этой профессии? Когда ты заходишь в профессию бариста, в кофейню, в зависимости от твоих навыков и человеческих качеств, есть несколько направлений, где ты можешь развиваться. К примеру, ты можешь развиваться в направлении контента, в развитии Инстаграм, может быть, ведение блога для кофейни, если у тебя есть такие способности. Можно развиваться в направлении управленческом и показать управляющему, руководителю, что ты заинтересован и тебе нравится, ты умеешь делать расчеты, у тебя всегда порядок с числами, ты классно сдаешь кассы без ошибок, и тебе могут доверить, например, инвентаризации, ведение товарооборота. Дальше ты можешь развиваться в этом направлении, именно в управленческом. Можно развиваться в направлении технарь, в починке кофемашин, там, чайников, кофемолок, все это ломается, имеет такое свойство, да, специфическое, но интересное направление. Сама сфера кофейная и кофейная индустрия, она очень большая, она мировая. Почти во всех городах есть кофейни. В крупных городах есть обжарочные производства, есть разные лаборатории, в которые можно попасть со ступеньки бариста, если ты заинтересован развиваться в этом направлении. Например, же стать обжарщиком. Много-много всего, и было бы желание. Вот, поэтому на ступеньке бариста это не ограничивается, это только, скажем так, входная дверь в эту классную индустрию, очень энергичную. Поэтому добро пожаловать. Добро пожаловать в клуб. И как раз для тех, кто собирается в клуб, важно было бы узнать, есть ли какие-то особенности, какие-то, может быть, ограничения. Вот, приведу пример, то есть, там, в качестве флориста будет сложно работать человеку, например, с аллергией или с астмой, есть ли что-то такое, либо... Банальные вещи, если ты сова, тебе не подходит эта профессия, потому что все кофейни работают очень рано, и ты не можешь себя дисциплинировать в этом вопросе. Здесь нельзя опаздывать, то есть тут даже вообще без вариантов. За опоздание не штрафуют, за опоздание увольняют и ищут других сотрудников. Если у тебя проблемы какие-то сильные с желудком, или вообще с ЖКТ, то тебе тоже не подойдет эта работа, потому что здесь ты пьешь все время молоко и кофе. Также, если непереносимость лактозы и так далее, тоже не подойдет. Тоже часто задаваемый вопрос, и в прямом эфире он у нас был, сколько можно зарабатывать в целом, среднее по больнице и какие есть варианты? Я не знаю, среднее, мне кажется, это 1500 в день. И в зависимости от дополнительных обязанностей, которые ты выполняешь, как-то индексируются в разных кофейнях, но у нас приветствуется, опять же, если у тебя есть интерес к ведению Инстаграм, это дополнительно оплачивается. Оплата, я не могу дать оценку, низкая она или высокая, но в среднем она нормальная для того, чтобы
уделять этому время, скажем так. И финальный вопрос нашего обсуждения. Он касается подведения итогов нашего социального эксперимента. Пару слов о том, как прошло наше обучение. Почему, например, сегодня я вышла в качестве помощника бариста, почему там, да, до каких-то моментов я не доросла. В общем, подвести такой некий итог касательно моих успехов. Я рада, что мы сделали это. Это было интересно. Мне нравится преподавать, мне нравится рассказывать, и я с удовольствием это делаю. Возможно, даже у меня она у меня давно эта мысль, но дальше продолжать развивать именно обучение мне нравится. Что касается твоих успехов, недостаточно времени для того, чтобы, например, завтра тебя пустить на работу. Все-таки еще неделя практики, такой сухой практики, просто вливания, она необходима. Для гостя кофейни пока еще рановато готовить, потому что нету уверенности. Нету уверенности, это будет чувствоваться в чашке, и гость может не вернуться. Как раз получилось, что у нас где-то неделя и вышла, и вот как раз мне не хватило еще одной недели для того, чтобы уверенно чувствовать себя за стойкой и выходить в смену самостоятельно. Но у тебя чувствовалась мотивация, чувствовалось желание, понятное дело, что она у тебя немножко другая, но на стадии обучения я с любым человеком вижу, нужно ему это или нет. Итак, попробуем собрать полученный нами опыт в какие-то итоговые выводы. И первая мысль, пусть она и банальная, но я хотела бы ее проговорить. Когда я прошла этот, пусть небольшой совсем, но тем не менее путь, я совершенно по-другому начала относиться к людям, которые стоят по ту сторону стойки, к бариста. Я теперь понимаю, что стоит за той самой чашкой, которую мне приносят в кафе, в кофейне, и просто хотелось бы еще раз поблагодарить этих людей и сказать им спасибо. Что мне понравилось? Я люблю сам продукт, с которым я имела дело, то есть я люблю пить кофе, это красивый напиток, это вкусный напиток, и, в принципе, мне доставляло удовольствие с ним взаимодействовать, и в целом эта эстетика приготовления кофейного напитка, она довольно красивая, поэтому это однозначно засчитывается в плюс. Еще мне понравилось общаться с людьми, в кофейню приходит очень много людей, они все разные, и иногда попадаются очень прикольные персонажи, с которыми приятно поболтать. Еще к плюсам можно отнести, что мне очень понравилось, это что, по крайней мере в этой кофейне было такое правило, что всегда должно быть чисто и все должно лежать на своих местах. Я это обожаю, я обожаю, когда все чисто, когда все по полочкам. Теперь о том, что мне не понравилось. Неожиданно я встретилась с цифрами. Оказалось, что там есть коэффициенты, что там есть цифры пролива, соотношение закладки готового продукта, и на эти цифры надо было смотреть, их нужно было анализировать, что там нужно сделать, чтобы это изменить. В общем, это для меня очень сложно, я гуманитарий до мозга костей. К минусам тоже относятся люди, которые приходят, потому что он может прийти с кайфовым настроением и зарядить тебя на целый день, и все будет супер, а может прийти с плохим настроением, или ему может что-то не понравиться, в самой кофейне, в напитке, в тебе, и он этот негатив выплеснет на тебя, потому что, ты первый человек, который встречаешь его за стойкой, и, собственно, в общем, этот фактор может сработать как в плюс, так и в минус. Еще из минусов банальная вещь, но, тем не менее, ты целый день стоишь за стойкой, наверное, не знаю, если гостей мало, то можно и присесть, но тем не менее у нас так получилось, что мы практически весь день стояли, и у меня вечером, может быть, с непривычки, но довольно плотненько гудели ножки. Наверное, если ты просто хочешь работать баристой и не планируешь никак развиваться, то есть рассматриваешь это как, такую суперконечную точку, работать баристой в этой кофейне, и готовить какие-то определенные напитки, это довольно монотонный труд, то есть рано или поздно ты ко всему привыкаешь, процессы становятся довольно отработанными, и это такая своеобразная рутина. Я думаю, что, все-таки так примеряя эту профессию на себя, что, наверное, это не совсем мое. Я вряд ли я вижу себя в этом, но, тем не менее, как любитель, как человек, который любит пить кофе, я довольно сильно прокачалась,
и я думаю, что этот опыт однозначно для меня полезен. И я бы хотела поблагодарить Лизу и кофейню, и всех ребят, кто сталкивался со мной, Настю и Машу, моих, скажем так, напарниц, которые сталкивались со мной во время обучения, за то, что они поддержали меня и стали участниками, скажем так, моего первого выпуска этого проекта. Согласитесь, довольно странно было бы, если бы вышел бы первый выпуск, я такая, да, все супер, я теперь буду бариста, всем спасибо, расходимся. Поэтому я думаю, что мы продолжим наши поиски, впереди нас ждет много чего интересного. Что ж, друзья, если вам понравился этот выпуск, если это отзывается внутри вас, если вам было приятно смотреть и слушать, то, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это сейчас очень важно для нас, для меня, потому что мы только запускаем этот проект, и мы будем вам очень благодарны. А также пишите в комментариях, какие еще профессии или занятия мне на себя примерить, а вам было бы интересно на это посмотреть. До встречи!